Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие подписчики моего канала, зрители, все, кто интересуется юриспруденцией, правом, ну и в том числе и делом об убийстве Ирины Фарион. Вы знаете, что в этом деле есть группа поддержки Вячеслава Зинченко. Так вот, вчера эта группа провела очередной свой стрим в ТикТоке. Татьяна Мусихина, руководитель этой группы, говорила, друзья, в этом эфире совсем не о том, о чем следовало бы говорить в такой резонансной ситуации, с учетом того, что судебное заседание состоялось 19 марта, то есть позавчера, и стоило бы разобрать конкретно, что же там происходило, в том числе и с юридической точки зрения. Но поскольку в этой группе отсутствуют юридически квалифицированные участники, поэтому ничего не оставалось, как только делать то, чем они там обычно занимаются. А чем они обычно занимаются? Они там хвалят себя, ругают меня, но в этом эфире ругани в мой адрес не последовало, а Мусихина сама расцентровалась в этом эфире эмоционально, и вот почему. Значит, она даже после этой расцентровки дала команду своим модераторам не выкладывать запись этого полного эфира в публичный доступ. А что же заставило так поступить Мусихину? А оказывается, в этом разговоре были прямо заданы два крайне неудобных вопроса. Первый вопрос: почему Зинченко не прошел полиграф и что это значит для версии следствия? А второй вопрос: почему адвокаты не являются на ключевые заседания, мотивируя это тем, что им элементарно не платят. При этом главная тема, которая должна была бы стоять в центре внимания, это мотив преступления, который обвинение пытается доказать именно через содержимое телефона Зинченко, которое исследовалось именно на позавчерашнем судебном заседании. И самое парадоксальное, что на этом самом телефоне Зинченко находятся, друзья, файлы и материалы, которые сам обвиняемый туда не закачивал и физически не мог закачать. Именно об этом и нужно было бы говорить открыто и по существу, а не уходить в эмоции и личные разборки. Сегодня я в этом эфире хочу максимально подробно, спокойно, по фактам разобрать самый критически важный момент на сегодня в деле Вячеслава Зинченко – это исследование его телефона. Это, друзья, не периферийная деталь, это центральная цифровая улика, на которую обвинение опирается, чтобы доказать мотив, подготовку и умысел убийства Ирины Фарион. Давайте разберем все по полочкам, шаг за шагом, потому что от правильной оценки этого доказательства зависит не только судьба одного человека, но и то, насколько в этом деле соблюдается принцип справедливого суда. Кто еще не подписался, подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, делитесь этим видео. Это помогает продвигать как мой канал, так и ту информацию, которой я делюсь как профессиональный юрист. У кого есть возможность, донатьте, реквизиты в описании под этим видео и будут в первом закрепленном комментарии. Также можно использовать для этого и QR-код, который вы видите на экране. Итак, поехали. Факты по делу на март 2026.
19 июля 2024 года во Львове была убита Ирина Фарион. 25 июля 2024 года в Днепре задержали Вячеслава Зинченко. При обыске изъяли его телефон. Именно тот гаджет, который сейчас находится в центре всех споров. В ходе судебных заседаний, и особенно ярко это проявилось 26 июня 2025 года и 19 марта 2026 года телефон исследовали в открытом режиме прямо в зале суда. В нем обнаружили следующее. PDF-файл под названием «Фарион Ирина Дмитриевна» с полным досье. ИНН, адрес на улице Масарика, место работы и другие персональные данные. Этот файл создан 6 марта 2024 года, то есть за 4 месяца до самого убийства. Мемы и откровенно глумливые изображения с Ириной Фарион, которые были загружены 25 июля 2024 года уже после убийства и после ареста Зинченко. То есть в тот момент, когда он уже находился под стражей и не имел физического доступа к устройству. Скриншоты карт улиц вокруг дома и работы Фарион, фотографии оружия, свастика, российская символика и множество других материалов, которые следствие трактует как доказательство ненависти и подготовки к убийству. Самое важное и свежее открытие, которое Зинченко сам продемонстрировал всем присутствующим в судебном заседании, во время открытого исследования телефона прямо в зале суда 19 марта 2026 года Зинченко обнаружил файл, метка времени создания которого датирована уже после его ареста. Файл появился в период, когда обвиняемый находился в СИЗО и физически не мог ничего добавлять в свой гаджет. Это не слухи и не предположения, это зафиксированный в протоколе момент. Зинченко буквально показал на экран и сказал: вот, это доказательство того, что в телефон лезут посторонние. Все видели дату, все слышали его слова. Позиция обвинения по этому поводу. Прокурор настаивает, что все эти файлы – железное доказательство подготовки мотива и умысла. Он неоднократно заявлял, что следователи имели дистанционный доступ к телефону и облачным хранилищам Зинченко. По версии обвинения, все, что лежит в устройстве, это исключительно его личные данные, собранные и сохраненные им самим. Прокурор Петлеваный прямо утверждает, что любые файлы, даже с подозрительными датами, автоматически считаются доказательствами вины Зинченко. Позиция стороны потерпевшей. Представители потерпевшей прямо говорят: сегодня мы смотрели телефон Зинченко, и он сам себя топит, он показывает, что он убийца Ирины Фарион. Для семьи любой компрометирующий файл в телефоне – это окончательное и бесспорное подтверждение вины. Они считают, что даже если дата создания выглядит странной, это не меняет сути. Телефон говорит, как считают они, против Зинченко. И этого достаточно. Какова позиция самого Зинченко и его защиты?
Зинченко с первого дня ареста твердо заявляет: «Я этого не загружал. Файлы появились дистанционно. У меня нет секретов, давайте посмотрим телефон полностью в открытом судебном заседании». Именно он сам настаивал на максимально открытом исследовании гаджета в суде. Он показывал папку «Избранное», демонстрировал фото, видео, переписки и тексты, чтобы доказать: его реальные интересы и повседневная жизнь не имеют никакого отношения к преступлению. Он утверждает, что после ареста в телефоне продолжали появляться новые материалы, которые он физически не мог туда поместить. Защита подчеркивает, именно Зинченко, а не следствие, требовал полное и открытое просмотр, чтобы развеять все сомнения. Ключевой момент, который я, как юрист, считаю абсолютно критическим. Компьютерно-технической экспертизы на предмет подделки или дистанционной манипуляции метками времени timestamps ни разу не проводилось. Никто не назначал и не проводил настоящую форенсик-экспертизу, которая бы проверила соответствие даты файловой системы, EXIF данных, журналов EXT4, баз SQLite, Logcat и логов облачных сервисов. Были ли файлы загружены через синхронизацию, клон сессии Telegram, Mi-Cloud, Google Drive или другие механизмы уже после ареста? Есть ли артефакты подделки, несоответствия inode, journal, last boot time и других системных метрик? Обычный открытый просмотр в зале суда без специализированных инструментов Cellebrite, Oxygen Forensic, Autopsy и т.д. это не экспертиза, это всего лишь демонстрация содержимого. Проверка подделки дат не производилась ни в одной из форм, ни предварительно, ни в суде. А без этого любые файлы с подозрительными датами остаются недоказанными и уязвимыми. Моя оценка как юриста с учетом норм УПК Украины и судебной практики: да, отсутствие экспертизы на подделку цифровых timestamps, дат создания или изменения файлов, может быть расценено как обоснованное сомнение в пользу обвиняемого Зинченко, но только в определенных условиях и не автоматически приводит к оправданию. В украинском уголовном процессе действуют статьи 17, 91, 370 УПК Украины, презумпция невиновности и принцип in dubio pro reo. Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Доказательства вины должны быть допустимыми, относимыми, достаточными, а их достоверность вне разумного сомнения. Вот ключевые ситуации, когда отсутствие такой экспертизы действительно создает обоснованное сомнение. Если защита прямо заявляла о возможной подделке или дистанционной загрузке файлов и вовремя подавала обоснованное ходатайство о назначении компьютерно-технической экспертизы на предмет манипуляции timestamps, а суд его отклонил без достаточной мотивировки, это может быть нарушением права на защиту статьи 20-42 УПК и дает высокие шансы на апелляцию или кассацию. Если ключевые улики обвинения
это именно файлы с подозрительными датами, PDF-досье от марта 24-го, мемы после убийства и т.д., а экспертиза их аутентичности не проводилась, суд обязан оценить это как потенциальную фальсификацию. Вероятность признания сомнения средневысокая, особенно при противоречиях в других доказательствах, которые также имеют место. Нет фиксации, когда и как именно файлы попали на телефон. Лог облака, сессии Telegram, Google, MiCloud. Прокурор ссылался на дистанционный доступ к облаку, но без экспертизы это остается голым предположением. Если защита акцентирует на этом, вероятность высокого уровня сомнения достаточно. Суд уже исследовал телефон открыто в марте 2026 года, но без форенсик инструментов. Простой просмотр не заменяет компьютерно-техническую экспертизу. Отсутствие глубокого анализа, Cellebrite, Oxygen и тому подобное серьезно ослабляет вес цифровых улик, и это сильный аргумент для апелляции. На практике в аналогичных делах в Украине 2024-2026 года, если защита не подавала ходатайство о компьютерно-технической экспертизе, суд может сказать: сами не просили, значит согласны с достоверностью. Если подавала, а суд отказал без достаточных оснований, это серьезное нарушение, которое вышестоящие инстанции часто учитывают. В деле Фарион по открытым данным на март 2026 года упоминаются десятки экспертиз: ДНК, портретная, запаховая, баллистическая, но нет публичных упоминаний о компьютерно-технической экспертизе именно на предмет подделки дат файлов. Телефон смотрели открыто, но без указания на forensic анализ, timestamps, journal логов. Защита Зинченко неоднократно требовала исследования гаджетов, показывала содержимое. Это можно использовать как аргумент. Мы предлагали проверить, обвинение и суд не обеспечили полную проверку. Итак, итог. Отсутствие проверки аутентичности timestamps может и должно расцениваться как обоснованное, разумное сомнение в пользу Зинченко, особенно если файлы с задними датами – это ключевая часть обвинения в мотиве и подготовке преступления. Защита заявляла о подделке и просила экспертизу. Нет других, абсолютно неопровержимых доказательств, а запаховая экспертиза, фото, геолокация, признание сокамернику – все это косвенные и активно оспариваемые улики. Но это не гарантированно приводит к оправданию. Суд может посчитать, что совокупность других улик достаточно, а отсутствие компьютерно-технической экспертизы не критично, если никто не доказал конкретные признаки подделки. Адвокатам Зинченко стоит подать ходатайство о назначении повторной, дополнительной компьютерно-технической экспертизы. В прениях акцентировать на отсутствие проверки аутентичности как на существенном пробеле в доказательной базе. В апелляции, если приговор будет обвинительным, это один из самых сильных аргументов. Друзья, если у вас есть конкретные цитаты из протоколов суда, тексты ходатайств или другие документы, присылайте в комментариях, разберем точнее. Я призываю всех, кто следит за делом, требуйте от суда назначения полноценной компьютерной технической экспертизы с центральным вопросом: могла ли быть осуществлена дистанционная манипуляция файлами и их метками времени после ареста Зинченко.
Справедливость не бывает приблизительной. Справедливость бывает только тогда, когда каждое доказательство проверено по закону без двойных стандартов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео, нажимайте колокольчик, комментируйте, чтобы правда вышла наружу и чтобы общественность знала все стороны дела. Поддерживайте канал донатами, я буду продолжать разбирать дальше. С уважением к вам, юрист Валерий Табаков.